В 2017 году группа ученых из Университета Ньюкасла вскрыла несколько маленьких рачков, выловленных с глубины 11 километров, из самой нижней точки Марианской впадины, и то, что они обнаружили внутри, заставило исследователей замолчать на несколько минут. В телах этих существ, которые никогда не поднимались к поверхности, не видели солнечного света и не контактировали с человеком, была сосредоточена концентрация токсичных промышленных химикатов в 50 раз превышающая уровень, который считается смертельно опасным. В 50 раз. В организмах животных, живущих глубже, чем летают самолеты. Это не теория. Это опубликованное, рецензированное исследование. И это только начало того, о чем вам сегодня расскажут. Марианская впадина. Мы все слышали это название еще в школе. Самое глубокое место на Земле. 11 километров вниз. Туда, где давление в 1000 раз больше, чем на поверхности. Туда, где нет света, почти нет тепла, и по официальной версии почти нет жизни. Официальная версия звучит красиво. Впадина исследована, описана, нанесена на карты. Ученые знают, что там внизу, знают размеры, знают температуру, знают глубину с точностью до метра. Но вот вопрос, который официальная наука как-то не торопится задавать вслух. Если мы так хорошо знаем эту впадину, почему каждая новая экспедиция возвращается оттуда с чем-то, что полностью противоречит предыдущим данным? Почему в самом глубоком месте планеты были обнаружены следы ядерных испытаний, проводившихся тысячи километров отсюда? Почему там нашли пластиковый пакет производства одной японской фирмы, целый и невредимый, на глубине почти 11 километров? Почему в 1997 году гидрофоны зафиксировали звук такой мощности и такого характера, что до сих пор ни одна научная группа не дала ему однозначного объяснения? Почему Марианская впадина, официально самое изученное неизученное место на Земле, продолжает преподносить сюрпризы, которые не вписываются ни в одну из существующих моделей? Сегодня мы пройдем этот путь вниз, шаг за шагом. Сначала посмотрим на то, что говорит официальная наука, потом на то, что официальная наука не очень любит обсуждать, а в конце вы сами решите, насколько хорошо человечество знает то, что находится у него буквально под ногами. Пристегнитесь, мы опускаемся. Начнем с фактов, твердых, проверяемых, официальных. Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана, примерно в 300 километрах к востоку от Марианских островов. Это не просто яма в морском дне, это тектонический разлом, место, где Тихоокеанская литосферная плита уходит под Филиппинскую. Процесс называется субдукцией, и именно он создал этот гигантский шрам на дне океана. Длина впадины около 2550 километров, ширина в среднем 69 километров. Форма напоминает серп или бумеранг. Самая глубокая ее точка называется бездна Челленджера по имени британского исследовательского судна Челленджер, которое в 1875 году впервые измерило здесь глубину с помощью лотлиня. Но реальная глубина этой точки была установлена значительно позже и значительно точнее. По данным экспедиции Виктора Вескова 2019 года, выполненной с помощью аппарата DSV Limiting Factor, глубина бездны Челленджера составляет 10 928 метров. Это официальный рекорд, зафиксированный и подтвержденный. Для понимания масштаба, если поставить Эверест на дно Марианской впадины, его вершина не дотянется до поверхности океана примерно на 2 километра. На такой глубине давление воды достигает 1086 бар, это примерно в 1100 раз больше атмосферного давления на поверхности. Человеческое тело без защиты было бы буквально раздавлено за доли секунды. Температура воды у дна около 1-2 градусов Цельсия. Света нет абсолютно. Первое погружение человека на дно Марианской впадины состоялось 23 января 1960 года. Швейцарский океанограф Жак Пикар и американский военно-морской офицер Дон Уолш опустились на дно в батискафе Триесте, разработанном отцом Жака, Агюстом Пикаром. Погружение заняло около 5 часов. На дне они провели всего 20 минут из-за того, что один из иллюминаторов дал трещину, но даже за эти 20 минут они успели заметить нечто неожиданное – рыбу. Плоскую, похожую на камбалу, живую рыбу на глубине, где по всем расчетам никакой рыбы быть не должно.
Официальная наука с тех пор существенно изменила свои взгляды на жизнь в абиссале, так называют зону глубже 6000 метров. Сегодня признано, что жизнь существует на любой глубине Марианской впадины. В бездне Челленджера были обнаружены бактерии, черви-полихеты, ракообразные амфиподы, морские огурцы-галатурии, а также ксенофиофоры, одноклеточные организмы размером до 10 см, крупнейшие известные одноклеточные существа на Земле. В 2012 году режиссер Джеймс Кэмерон совершил одиночное погружение на дно бездны Челленджера на аппарате Deep Sea Challenger. Это был первый одиночный спуск в истории и первое погружение туда за 52 года после Пикара и Уолша. Кэмерон провел на дне около 3 часов, собрал образцы грунта и живых организмов и снял видеоматериал. По его словам, дно выглядело лунным пейзажем, плоским, пустым, серым. В 2014 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) провело экспедицию, в ходе которой в районе Марианской впадины были обнаружены гидротермальные источники. Один из них получил название «Шампань» из-за того, что из него выходили пузырьки жидкого диоксида углерода, что является уникальным явлением в Мировом океане. Эти источники указывают на значительную вулканическую активность под дном впадины. В 2017 году китайский необитаемый подводный аппарат Дзяолун провел серию погружений в Марианской впадине, собрав данные о рельефе дна и образцы горных пород. Китай официально объявил о намерении продолжить систематическое изучение впадины как стратегически важного объекта. Таким образом, официальная картина выглядит так. Впадина изучена, жизнь там есть, хотя и скудная, условия экстремальные, но понятные. Ученые работают, данные накапливаются, картина становится яснее, все логично, все чисто, все аккуратно укладывается в учебник. Но это еще не вся правда. Давайте поговорим о том, что официальная наука признает, но как-то не очень охотно выносит на первые полосы. В 2017 году в журнале Nature Ecology и Evolution была опубликована статья британского ученого Алана Джеймисона из Университета Ньюкасла и его коллег. Джеймисон – один из ведущих мировых специалистов по ходальным зонам, то есть по зонам глубже 6000 метров, человек, который провел в изучении самых глубоких мест планеты больше 10 лет. Так вот, в этой статье Джеймисон описывает результаты анализа амфипод, небольших ракообразных, выловленных в 2 самых глубоких впадинах Тихого океана – Марианской и впадине Кермадек у берегов Новой Зеландии. Глубина отбора проб от 8 до 10 тысяч метров. Результаты анализа были, мягко говоря, неожиданными. В телах этих животных были обнаружены полихлорированные бифенилы, ПХБ, и полибромированные дифениловые эфиры. Это промышленные химикаты. ПХБ использовались в электрооборудовании, трансформаторах, красках с середины 20 века и были запрещены в большинстве стран к 1980 годам из-за их чрезвычайной токсичности и способности накапливаться в живых организмах. Но не в этом главная проблема. Главная проблема в концентрации. Уровень ПХБ в тканях амфипод из Марианской впадины оказался в 50 раз выше, чем у раков из самых загрязненных прибрежных вод Китая, а это одни из самых загрязненных вод на планете – 50 раз. Не в 2, не в 5, в 50. Как это возможно? Как токсичные промышленные химикаты, производство которых прекратилось 40 лет назад, оказались в таких концентрациях на дне самой глубокой впадины в мире? Механизм называется биологическим насосом. Умирающий планктон и другие микроорганизмы, накопившие в себе токсины из загрязненной поверхностной воды, опускаются на дно. Там их едят более крупные существа. Те, в свою очередь, тоже умирают и опускаются глубже. Постепенно цепочка достигает самого дна. И там, в замкнутом пространстве, где практически нет процессов, способных разрушить эти химикаты, они накапливаются из года в год, из десятилетия в десятилетие. Марианская впадина оказалась не изолированным раем нетронутой природы, а гигантским накопителем всего того яда, который человечество выбрасывало в океан последние 100 лет. Но это еще не самое интересное в той истории. В 2019 году Виктор Вескова совершил свое рекордное погружение в бездну Челленджера. Он достиг глубины 10 928 метров. Новый рекорд глубины для человека. И что же он увидел на самом дне?
пластиковый пакет и обертку от конфет. Не артефакты цивилизации тысячелетней давности, не следы неизвестной культуры. Обычный бытовой мусор – плод нашей с вами повседневной жизни. Это зафиксировано официально, это подтверждено видеозаписью, это вошло в научные отчеты экспедиции. Вескова был не первым, кто нашел пластик на таких глубинах. Еще в 2018 году японские ученые, анализируя данные глубоководных аппаратов, установили, что пластиковый мусор был обнаружен на глубинах свыше 6000 метров в 34% всех зафиксированных погружений в Мировом океане. Треть всех погружений на такие глубины, и везде пластик. В 2023 году международная группа исследователей опубликовала данные, согласно которым микропластик, частицы размером менее 5 мм, был обнаружен буквально во всех образцах осадочных пород, взятых из Марианской впадины на любой глубине, включая самые нижние точки. Понимаете, что это означает? Это означает, что нет ни одного места на Земле, куда бы не дотянулась рука человека. Ни одного. Даже там, где давление способно раздавить подводную лодку, там лежит наш мусор. Официальная наука фиксирует этот факт, докладывает о нем, публикует статьи. А потом, в общем, жизнь продолжается, но загрязнение – это лишь первый слой. Потому что под ним скрывается кое-что куда более тревожное. А теперь самое интересное – звук. Именно со звука начинается следующая глава этой истории – 9 мая 1997 года гидрофоны Национального управления океанических исследований США, расположенные в Тихом океане, зафиксировали нечто необычное. Звук, который вошел в историю как блуп, от английского слова «блуп», что примерно переводится как «бульк» или «хлюп». Это был сигнал исключительной мощности. Настолько мощный, что его засекли гидрофоны, разнесенные на расстояние более 5000 километров друг от друга. Для сравнения, кашалот, самое громкое животное в мире, не слышен на расстоянии более нескольких сотен километров. Блуп был слышен на расстоянии 5000 километров. Источник был приблизительно установлен – юго-западная часть Тихого океана, район Марианской впадины. Характеристики звука не совпадали ни с каким известным геологическим процессом. Но они, по мнению ряда биоакустиков, специалистов по звукам живых существ, напоминали сигналы биологического происхождения, то есть существа, живого существа. Но Эй долго тянула с объяснением. В конечном счете, в 2012 году было опубликовано официальное объяснение. Блуп, скорее всего, был вызван процессом криосейсмики, звуком, возникающим при растрескивании и движении ледяных масс в Антарктиде. Рядом с Марианской впадиной, заметьте, Антарктиды нет. Впадина находится в тропической части Тихого океана. Многие акустики это объяснение не приняли, профиль сигнала не соответствует ледяным событиям, но официальная позиция была сформулирована, галочка поставлена, тема закрыта. Теперь перенесемся на другую сторону Тихого океана, в Японию. В 2014 году японское агентство JAMSTEC Japan Agency for Marine Earth Science and Technology завершило многолетний проект картирования дна Марианской впадины с высоким разрешением. Результаты, опубликованные в японских академических изданиях, содержали кое-что неожиданное. На дне впадины были зафиксированы объекты, которые исследователи описали как аномальные рельефные образования. Что-то вроде правильных геометрических форм на дне, прямолинейные структуры, которые не характерны для природного осадочного рельефа. JAMSTEC не сделала из этого сенсации. В официальных материалах эти объекты описаны осторожно. Объекты неустановленного происхождения, требующие дополнительного изучения. Дополнительное изучение, судя по всему, так и не было опубликовано. Теперь третья история из России. В период с 1975 по 1991 год советские, а затем российские военно-морские структуры проводили систематические гидрофонные наблюдения в Тихом океане, включая район Марианской впадины. Значительная часть этих данных до сих пор засекречена.
Однако в 2004 году бывший сотрудник советской военно-морской разведки Дмитрий Алексеевич Осипов, его имя упоминается в нескольких российских изданиях по истории ВМФ, в интервью одному из российских научно-популярных журналов рассказал, что в период его службы несколько раз поступали сообщения о фиксации в районе впадины акустических сигналов, которые не поддавались классификации ни по одному из известных источников. По его словам, тема была засекречена и к официальным научным каналам не передавалась. Это показания отдельного человека, и его нельзя принимать как бесспорный факт. Но оно хорошо ложится в общий контекст, в котором несколько независимых источников в разных странах фиксируют одно и то же. Марианская впадина производит звуки, которые не поддаются объяснению. Теперь добавим еще один элемент – радиацию. В 2021 году международная группа ученых, в состав которой входили исследователи из Китая, Германии и Австралии, опубликовала результаты изотопного анализа глубоководных осадков из Марианской впадины. Они обнаружили аномально высокое содержание цезия-137, радиоактивного изотопа, который практически не встречается в природе и образуется исключительно в результате ядерных реакций. Основные источники цезия-137 в Мировом океане – это ядерные испытания, проводившиеся в Тихом океане с 1945 по 1963 год, а также авария на Фукусиме в 2011. Но концентрация и особенно вертикальное распределение цезия в осадках Марианской впадины оказались нестандартными. Изотоп был обнаружен на значительно больших глубинах в толще осадка, чем можно было бы ожидать, исходя из известных моделей осадка накопления. Это означало либо, что наши модели переноса радионуклидов в глубоководных системах принципиально неверны, либо что в районе впадины происходили процессы, о которых мы не знаем. 3 истории, 3 страны, 3 независимых источника. Звуки неизвестного происхождения. Геометрические аномалии на дне. Нестандартное распределение радиоактивных изотопов. Совпадение возможно. Но официальная наука предпочитает об этом молчать. Жизнь. Не просто жизнь в виде бактерий или червей. Это уже никого не удивляет. Речь идет о жизни, которая с точки зрения биологии вообще не должна существовать в том виде, в котором она была обнаружена. В 2023 году Международный консорциум исследователей, опубликовавший результаты в журнале Frontiers in Microbiology, описал анализ микробного сообщества, извлеченного из осадков Марианской впадины с глубин от 8 до 10,5 тысяч метров. Среди обнаруженных микроорганизмов были выявлены штаммы, генетические последовательности которых не совпадают ни с одной из известных на сегодняшний день форм жизни. Дайте это осознать, не немного отличаются, не являются новым подвидом, не совпадают вообще. Это означает, что либо это ветви древа жизни, о существовании которых никто не подозревал, либо в теории, которую мало кто решается произносить вслух. Мы имеем дело с формами жизни, эволюционировавшими совершенно изолированно на протяжении сотен миллионов лет. Для понимания масштаба, геологически, Марианская впадина существует в нынешней форме около 20-25 миллионов лет. Это очень много. Но даже это не объясняет генетическую дистанцию, которая была зафиксирована. Один из соавторов той публикации, микробиолог Линь Чжун из Института океанологии Китайской академии наук, в интервью китайскому изданию Кэсюэ «Наука» сказал буквально следующее. Мы обнаружили организмы, для которых у нас нет ни подходящих классификационных категорий, ни понимания метаболических путей. Это ставит фундаментальные вопросы о происхождении жизни. Происхождение жизни – это не журналист-любитель теории заговора. Это ученый из Государственного научного института. Но и это еще не все. В 2020 году группа ученых из Университета Южной Калифорнии под руководством Кеннета Нилсона опубликовала исследование, описывающее открытие в глубоководных осадках Тихоокеанской зоны, включая область Марианской впадины, микроорганизмов, способных производить электрический ток. Точнее, переносить электроны через клеточную мембрану наружу, фактически используя окружающую среду как электрическую цепь. Это явление получило название электробиоз. Оно было известно до этого, но только в поверхностных морских осадках.
Обнаружение его на больших глубинах означало, что целые экосистемы на дне океана могут функционировать по принципам, которые биологи даже не включали в свои модели. Смысл вот в чем. Мы строили модели глубоководных экосистем, исходя из предположения, что энергия там поступает либо от химических реакций, хемосинтез, либо от органики, опускающейся сверху. Но если там есть организмы, которые буквально питаются электрическими полями или минеральными электронами, это принципиально иная экосистема. Это почти другая биосфера. И вот здесь начинается самое странное, потому что параллельно с этими открытиями в области биологии начали поступать данные о странных геомагнитных и гравитационных аномалиях в районе Марианской впадины. В 2018 году китайский спутник Тяньхай-01, первый спутник, специально созданный для картирования гравитационного поля над океаническими впадинами, зафиксировал в районе Марианской впадины гравитационные аномалии, которые не в полной мере совпадают с теоретическими расчетами, основанными на известном рельефе дна и плотности пород. Попросту говоря, дно должно притягивать так, а притягивает иначе. Разница небольшая, но она есть и она воспроизводимая. Китайские геофизики предложили несколько объяснений. Аномальная плотность пород субдуцирующей плиты, нестандартное распределение мантийного материала, наличие полостей. Ни одно из объяснений не было принято консенсусом. Загадка остается открытой, об этом не говорят в вечерних новостях, это не становится заголовками. Но ученые это знают. И пишут об этом в рецензируемых журналах. Тихо, аккуратно, осторожно. Остановимся. Потому что теперь нужно не добавлять новые факты, а посмотреть на все, что мы уже знаем, вместе. Итак, что у нас есть? Первое. Марианская впадина является крупнейшим накопителем токсичных промышленных загрязнителей на планете. Существа, которые живут на 11-километровой глубине и никогда не поднимались к поверхности, несут в своих телах яд в концентрациях, которые убили бы любое существо на суше. Это не катастрофа будущего, это то, что уже произошло, уже сейчас, прямо там. Второе. В самом глубоком месте Земли были зафиксированы акустические сигналы неустановленного происхождения, геометрические аномалии рельефа, гравитационные отклонения от расчетных значений и нестандартное распределение радиоактивных изотопов. Каждый из этих феноменов по отдельности может быть объяснен той или иной версией, но все они вместе складываются в паттерн, который официальная наука предпочитает изучать очень избирательно. Третье. В осадках впадины обнаружены живые организмы, генетически не совпадающие ни с одной известной формой жизни на Земле. Организмы, возможно, использующие электрические поля как источник энергии. Организмы, которые поднимают вопрос о происхождении самой жизни. Что объединяет эти три вещи? На первый взгляд, ничего. Загрязнение, физические аномалии, биологические открытия. Но если посмотреть глубже, общий вопрос звучит так. Почему самое глубокое место на планете, место, которое мы десятилетиями считали бесполезным, пустым, чуждым, оказывается одновременно и хранилищем следов нашей цивилизации и источником данных, разрушающих наши базовые модели? Может быть, дело в самой концепции изученности. Мы измерили глубину, мы опустили туда аппараты, мы взяли несколько проб грунта, и на основании этого решили, что знаем это место. Но вся история исследования Марианской впадины – это история людей, которые спускались вниз и обнаруживали, что реальность не соответствует тому, что им говорили перед погружением. Пикар и Уолш в 1960 году «Там должно быть мертво, а там рыба». Кэмерон в 2012-м «Там должна быть жизнь в виде бактерий, а там экосистема». Вескова в 2019-м «Там должна быть нетронутая природа, а там пластиковый пакет». Джеймисон с командой в 2017-м «Там должны быть чистые организмы, а там концентрация токсинов, убивающая в 50 раз эффективнее, чем в самых грязных реках». Каждый раз сюрприз, каждый раз мина. Мы не ожидали, каждый раз результаты, которые требуют пересмотра предыдущих выводов. А теперь самый главный вопрос, который я хочу задать вам и который официальная наука тактично обходит стороной. Мы погрузились в Марианскую впадину буквально несколько раз за всю историю человечества. Несколько раз. Космос мы изучаем интенсивнее, чем собственный океан. На Луне люди были 6 раз. На дне Марианской впадины – 4.
При этом каждое из этих 4 погружений привозило что-то, что переворачивало наше представление, что произойдет, когда мы погрузимся в 5-й раз, в 10-й, в 100-й. Какие еще неожиданные находки нас ждут в месте, которое мы официально считаем изученным? Там, на глубине 11 километров, под многокилометровым столбом воды, под давлением, способным сплющить металл, происходит что-то, о чем мы пока не имеем понятия. Живут существа, которых нет ни в одном учебнике биологии, залегают химические сигнатуры процессов, которые не вписываются в наши модели, звучат сигналы, которым мы до сих пор не нашли объяснения. И все это в 11 километрах под нами, прямо здесь. На нашей же планете. Я не говорю о монстрах, я не говорю о теориях заговора, я говорю о том, что официальная версия «мы знаем, что там есть» является заявлением колоссальной самонадеянности. Мы не знаем. Мы знаем ничтожно мало, и каждый раз, когда мы смотрим чуть пристальнее, оказывается, что реальность еще сложнее, еще страннее, еще менее поддающаяся нашим простым объяснениям. Может быть, именно в этом и есть самое пугающее в Марианской впадине. Не в том, что там живут какие-то чудовища, а в том, что там живет наша собственная слепота, наше уверенное незнание, наше самодовольное «все понятно» перед лицом бездны, которую мы едва начали изучать. Я хочу обратиться к вам лично. Вы посмотрели это видео, значит, вы один из тех людей, которым мало официального объяснения, которым важно понять не только что, но и почему об этом не говорят. Это правильный вопрос, задавайте его чаще. Напишите в комментариях, что из сегодняшнего видео вас удивило больше всего. Концентрация токсинов в существах с 11-километровой глубины, неизвестные формы жизни, у которых нет аналогов в биологии, или звук блуп, которому официальная наука так и не дала честного ответа. Мне важно знать, что резонирует с вами, это влияет на то, какие темы я исследую следующими. Спасибо, что смотрели до конца. До встречи.